I died down. Quite nicely. Топ дистрибутивов Linux. Инженерный разбор от ID90. Почему топ-10 – это ошибка? Приветствую на канале ID90. Применяем наш инженерный подход к технологиям. Сегодня мы поговорим про Linux, но это не будет очередным скучным видео в духе топ-10 самых красивых систем. Инженерное мышление отрицает понятие «лучшее вообще». Существует только лучшее для конкретной инженерной задачи. Искать идеальный дистрибутив вообще – это как искать универсальный гаечный ключ на все случаи жизни. Мы живем в эпоху когнитивной революции, когда искусственный интеллект затапливает сеть мегатоннами синтетического контента, и я глубоко убежден, что из-за этого информационного мусора текущий интернет в его сегодняшнем виде будет просто заброшен. Ему на смену придет новый интернет, защищенный, чистый веб, где каждое слово, чертеж и исследование будут жестко верифицированы и привязаны к репутационным ключам автора. И этот новый мир будет работать не на Windows, он будет построен на Linux. Поэтому сегодня мы разберем ключевые дистрибутивы по тому, как они работают под капотом, какую философию они несут и как они решают задачи на уровне атомов и битов. Проектировать сложный технический контент для умной аудитории задача непростая, но судя по удержанию у нас получается. Однако цифры говорят, что более 85% из вас до сих пор смотрят видео без подписки. Сейчас на канале более 450 единомышленников. Мы вплотную подобрались к первой серьезной психологической отметке в 500, а затем и 1000 подписчиков. Для алгоритмов YouTube этот рубеж критически важный триггер, а для молодого канала фундамент, который дает платформе понять, что такая инженерия востребована. Если вы здесь за логикой и физикой происходящего, давайте докрутим эту метрику до красивого круглого числа, например, 1000 человек. Нажмите кнопку подписки, это лучшая инвестиция в развитие ID90. Фундамент цивилизации. Debian. Мой абсолютный топ-1. Начнем с вершины, с дистрибутива Debian. Это старожил, титан и главный кит всего свободного и бесплатного обеспечения на планете. Если применить инженерный анализ, то Debian – это база для 70% устройств в мире, включая колоссальный массив серверов, на которых держится вся мировая паутина. Архитектура нового интернета физически невозможна без Debian. Его главная инженерная фишка – абсолютная маниакальная стабильность. Пакеты ветки Stable тестируются годами. Там нет места экспериментам, только железобетонная надежность. Да, у этой медали есть обратная сторона. Debian замусорен legacy кодом. В нем тянутся хвосты старых архитектур и решений 20-летней давности, которые сегодня кажутся избыточными. Но такова цена обратной совместимости. Debian – это фундамент. Из его генетического материала выросла большая часть десктопных систем, о которых мы поговорим дальше. Инженерный вердикт ID90. Debian – это накидной ключ на 32, изготовлен из тяжелого хром-ванадия, замусорен царапинами. Но этот монолитный кусок металла переживет вообще всех нас. Им можно открутить любые гайки, а в случае чего отбиваться от апокалипсиса. Не ломается в принципе. Популяризация и прагматизм Ubuntu, рупор системы. Говоря о Debian, невозможно обойти его самого известного потомка Ubuntu. Давайте отдадим должное истории. Именно благодаря Ubuntu Linux в целом стал популярным массовым. Команда Canonical и Марк Шаттлворт вложили колоссальное количество сил, материальных и человеческих ресурсов, чтобы превратить сложную консольную систему в продукт, который дружелюбен к пользователю. Они первыми начали бесплатно рассылать диски с операционной системой по всему миру. Они создали стандарты коммерческой поддержки Linux. С инженерной точки зрения Ubuntu взяла стабильную базу Debian и надстроила над ней современную инфраструктуру. Да, сегодня Canonical часто критикует за навязывание форматов пакетов Snap и излишнюю коммерциализацию, но их исторический вклад в популяризацию открытого софта неоспорим. Ubuntu показала миру, что Linux – это не только для гиков в серверных комнатах. Это система для каждого компьютера. Инженерный вердикт ID90. Ubuntu – это брендовый шуруповерт из масс-маркета. Самый популярный, лежит в каждом гараже.
Да, производитель пытается навязать тебе фирменные аккумуляторы и свои расходники, но это проверенная рабочая лошадка, которая сделала ремонт доступным для каждого. Идеал для старта. Linux Mint. Топ для новичков. Если Ubuntu пробивала стену массовости, то Linux Mint довел эту идею до абсолютного пользовательского идеала. Mint – это безоговорочный топ для новичков в мире Linux. Когда пользователь переходит с Windows, он испытывает когнитивный шок от смены парадигмы. Разработчики Mint взяли всю эту надежную базу, вычистили спорные эксперименты Canonical, вроде тех же Snipe-пакетов, и сделали интерфейс Cinnamon, который интуитивно понятен любому, кто хоть раз видел классический рабочий стол. Для инженера Mint интересен своим прагматизмом. Система, которая работает прямо из коробки, все кодеки, драйверы и утилиты уже на месте. Это лучший инструмент для того, чтобы мягко войти в экосистему, не ломая голову над консольными командами в первый же день. Инженерный вердикт ID90. Linux Mint – это отвертка с индикатором фазы. Простой, максимально понятный прибор для новичка. Защищает от удара током при переходе со старой проводки Windows и сразу показывает, куда стоит совать руки, а куда пока не надо. Чистая альтернатива. Void Linux. Философия независимости. А теперь шагнем в сторону от мейнстрима к дистрибутиву для истинных ценителей инженерной чистоты. Void Linux. Большинство современных систем Debian, Ubuntu, Arch, Fedora построены вокруг огромного монолитного комбайна инициализации Systemd. Он управляет всем, от загрузки до лога. Но Void Linux идет другим путем. Он создавался с нуля, независимо, и вместо тяжелого Systemd использует сверхлегкий, быстрый и предсказуемый Runit. Система использует модель Rolling Release, но при этом работает стабильно как часы, потому что из нее вырезано все лишнее. Даже пакетный менеджер XBPS здесь собственный, написанный на языке C для максимальной производительности. Void Linux – это выбор инженера-минималиста. Система, которая дает вам полный контроль, не пытаясь думать за вас. Инженерный вердикт ID90. Void – это чисто механический карбюратор, без электроники, никаких бортовых компьютеров, датчиков и автоматики. Если ты понимаешь, как настроить качество смеси вручную, эта штука будет выдавать безумный КПД на чистой физике, не требуя лишних ресурсов. Сила упорядоченного хаоса. Manjaro и Arch. Передовая линия. Но что делать, если вам тесно в рамках консервативного Debian окружения? Здесь вступает в силу совершенно другая философия. Arch Linux и его более доступное воплощение Manjaro – это представители модели Rolling Release, плавающего релиза. В отличие от Debian, где версии софта замораживаются ради стабильности, здесь вы получаете самые свежие биты кода, сразу из-под пера разработчиков. Это передовая линия технологий. Arch Linux – это чистый холст. Вы собираете систему сами, контролируя каждый байт, что нарабатывает глубокую инженерную интуицию. Manjaro же предлагает эту мощь в готовом протестированном виде. Это инструмент для визионеров, которым всегда нужны самые новые инструменты разработки, ядра и драйверы для работы с тем же искусственным интеллектом здесь и сейчас. Инженерный вердикт ID90. Arch и Manjaro – это универсальный модульный верстак. На нем нет ничего готового, кроме каркаса. Ты сам раскладываешь тиски, пилы и ключи под свою руку. Максимальная кастомизация. Но если ты плохо закрепил деталь, она прилетит тебе в лоб на максимальных оборотах. Философия будущего. Nix OS и Fedora. Атомарная архитектура. И на острие технологического прогресса сегодня находятся дистрибутивы с концепцией неизменности и декларативности. Fedora Silverblue и Nix OS. Это принципиально новый инженерный подход к операционным системам. В обычной системе установка программ меняет общие системные файлы, что со временем ведет к деградации. В атомарной Fedora система – это монолитный, защищенный от записи образ. Программы ставятся в изолированные контейнеры, а Nix OS идет еще дальше. Вся архитектура вашего ПК описывается в одном конфигурационном файле. Вы проектируете логику системы как программный код. Если что-то пошло не так после обновления, вы просто одной кнопкой откатываетесь назад.
Это стопроцентная верификация и фильтр истины в цифровом мире. Инженерный вердикт ID90. Fedora и NixOS – это прецизионный лазерный 3D принтер. Работает строго по заложенной цифровой модели. Вместо того, чтобы пилить деталь напильником, ты один раз задаешь точные параметры в коде, и система сама идеально выращивает готовую конструкцию. Главная боль экосистемы – синдром разделения власти. И вот теперь мы обязаны остановиться и зафиксировать фундаментальные системные проблемы, которые тормозят развитие Linux и не позволяют ему окончательно уничтожить конкурентов на десктопах. Назовем это синдромом разделения власти. Первая и самая абсурдная проблема – пакетный зоопарк и отсутствие общей базы репозитория. Посмотрите на это. У Debian.deb, у Fedora.rpm, у Arch Pacman, у Void XBPS. Разработчикам дистрибутивов жизненно необходимо прийти к единому стандартизированному формату пакетов и единой базе репозиториев. Прямо сейчас колоссальное количество сил и ресурсов лучших умов планеты тратится впустую. Вместо того, чтобы оптимизировать ядро, улучшать производительность и пилить новые технологии, сотни талантливых мейнтейнеров занимаются абсолютно бесполезной рутиной, перепаковкой одного и того же софта под требования своих локальных репозиториев. Попытки решить это через Flatpak или Snap – костыли, которые просто тащат за собой дубликаты всех зависимостей, раздувая вес программ. Linux нужен один понятный стандарт из коробки. Отсюда вытекает вторая проблема последней мили. Для коммерческого софта крупные разработчики вроде Adobe или создатели профессионального инженерного ПО банально не хотят заходить на платформу, где нет единой точки входа. Им некогда разбираться, почему в Ubuntu программа работает, а в Void Linux падает из-за отсутствия Systemd или другой версии Eclipse. Добавьте сюда фрагментацию графических серверов. Мы уже 10-й год мучительно переезжаем со старого небезопасного, но стабильного X11 на новый и плавный Wayland. Но переезжаем порознь. В одном дистрибутиве Wayland работает идеально, в другом ломает скриншоты и сидит на костылях X-Wayland, в третьем до сих пор по умолчанию стоят иксы. То же самое долгое время происходило со звуком, когда мы разрывались между ALSA, Pulse Audio и Jack, пока, слава богу, не появился Pipewire, начавший хоть как-то склеивать этот хаос. Пока сообщество Linux дробит свои силы на создание тысяч местечковых велосипедов, уникальных пакетных менеджеров и изолированных репозиториев, система будет оставаться нишевым инструментом для гиков. Linux сможет совершить финальный рывок и захватить десктопы только тогда, когда разработчики объединят усилия вокруг общей базы. Инженерия против хаоса. Давайте подведем итог. Мир Linux – это отражение нашей технологической реальности. Это огромная, мощная, но глубоко фрагментированная экосистема. И здесь мы подходим к главному правилу инженерного подхода. Не существует идеального инструмента, есть ваша способность понимать принципы его работы. Мы увидели весь срез этой системы. От Титана Debian, на котором как на фундаменте не держится вся массовая десктопная цивилизация, до Ubuntu и Mint, ставшими мостами для миллионов пользователей. От минимализма независимого Void Linux до передовой линии в лице Arch или декларативной логики NixOS. Но этот зоопарк не будет двигаться вперед, пока сообщество не решит проблему фрагментации, о которой мы говорили. В эпоху когнитивной революции, когда автоматизация забирает на себя всю рутину, ценность инженера смещается. Ваша ценность больше в незазубривании конкретных консольных команд. Она в архитектурном мышлении, в умении видеть систему целиком, верифицировать данные и заставлять инструменты работать на себя. Linux – это не просто операционная система, это манифест того, как человеческий разум может подчинить себе биты и атомы кремниевого мира, если откажется от роли пассивного потребителя. Будьте архитекторами, а не просто операторами чужих систем. С вами был канал ID90. Развивайте критическое мышление, прекращайте плодить велосипеды, объединяйте репозитории и до встречи в новых видео.